история. Ключ-то был, блин, его кто-то стырил. Да я понял, что ключ стырили, это же, блин, классика жанра. Вот так. Вот так вот люди эксплуатируют автомобиль. Это просто свинарник какой-то. Говно случается. Ужас. Американцы, как всегда, в своем стиле. И нет бензина. Приехали серьезные ребята. Это что, Это волшебная лампа, я понял. Все, Шумахер Эдишн, месседж из прошлого. Это просто космос. Посмотри на ноги. На них кто-то наваливал жестко. А знаете, что нас не замотали? Потому что мы банда! К нам приехала новая Тесла. Наш новый проект. Такая вот белая Тесла, 13-й год, 85-ка перформанс, заднемоторная. Будем разбираться, что с ней не так. У нас был ключ, но его кто-то потерял. Она сейчас без ключа. В общем, будем смотреть. Новая история. А что мы здесь имеем? Ничего, пусто. Сейчас прикурим и посмотрим, что нам она расскажет. Черный салон у нас здесь. Это есть кавер с бампера передний. Здесь была зарядка, но остался только кожух от зарядки, к сожалению. Вот эта часть, которой мы думали, что потеряна, она здесь есть. Это хорошо. Что дальше? Здесь какая-то фигня. Экран подтекший немного. Ну, что делать? Это не беда. А в принципе, она достаточно чистая. О, есть зарядка. И причем есть зарядка с тем, что Коля заказал, с хвостом. Ну, это первая рекуперация зарядка, если не ошибаюсь, потому что у нас... Да, это первая. Зато первая, кстати, она мощнее, чем второй генерации. У нас третья. А Коля только заказал как раз хвост на 50 ампер. Зарядка, а ключа не смотрел еще? Где-то может лежится? Ключ еще не смотрел, но тот чувак сказал, что он везде обыскал и не нашел. Ну, сейчас посмотрим. Так, у нас здесь вот так вот. Ключ-то был, блин, но его кто-то стырил. А если бы здесь был бы ключ, мы были бы очень рады. Yeah, the charger inside is here. There's the cord. Yeah. Okay, what to do? We will use a new one. They told me they made a new key Yeah, we can do this. back in June. We will connect a new one. A brand new. What to do? But Yeah, it's okay. We have experience in Tesla, and I think it's not a big drama for us. Yeah. You were able to tell me how to get in the Yeah, screen. it's not easy sometimes when the key is stolen. And... Очень веселый дядечка попался, с юмором. А у нас пока продолжается осмотр машины и поиски всего, что есть, и того, что хотелось бы, чтобы было. Я понял, что ключ стырили, это же, блин, классика жанра. Кому нужен этот ключ? Самое интересное, что второй раз этот ключ невозможно подвязать. Зачем его воровать? Я не знаю. Люди просто не зная, что делают, просто берут, делают пакость, хотя с какого-то профита сами с этого не поимеют. Этот ключ невозможно подшить еще раз для этих машин. Очень глупая штука. Мне не нравится, что 0 зарядки. Уже какая-то проблема с батарейкой. Прикольно, пробег небольшой. Машина уже в сервис-мод, батарейка показывает 0, видимо, там какая-то проблема. Будем разбираться. Вот такие вот здесь ошибочки. Вот это самое интересное, контактор стресс. Есть подозрение, что здесь были какие-то проблемы с контакторами. На этих машинах такое часто бывает. Особенно если это 13-й год и там первой генерации контактора, то они вызывают проблемы. В общем, сейчас буду подключаться диагностикой, отшивать ключи, включать в тоу-мод, и машину мы отбуксируем туда, к нам под шап. Ну, а дальше покажу, какая история с ней будет продолжаться. Купил себе колеса на Теслу. 19 за $200. Резина, конечно, подуставшая, но тем не менее за $200 19 колеса довольно-таки неплохо. 4 колеса, еще 2 у нас здесь. Приехал такой чувачок на мопеде, работает здесь. Прикольно, едем дальше. Посмотрим, что будет с этими колесами, куда мы их поставим. Я иногда в наших видео, показывая машины, говорю о том, что у них достаточно хороший, чистый, ухоженный салон. И многие со мной не соглашаются и говорят, ну как же он хороший, в хорошем состоянии. Там вот затерто что-то, там где-то что-то не так. Но поверьте, мы тут часто встречаем салоны в таком состоянии, что это просто какой-то ужас. Допустим, вот эта машина. Это Hyundai Sonata, по-моему, 16-го года. Достаточно хорошо выглядит снаружи. Симпатичная машина. Но если мы откроем дверь и посмотрим, что здесь внутри, то можно немножко офигеть. Это вот так вот выглядит. Это вот так вот выглядит. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот люди эксплуатируют автомобили. Вот мы можем посмотреть, что здесь сзади, что здесь творится. Я не знаю, что это за люди и почему они так относятся к машинам, почему они так эксплуатируют машины, потому что это просто свинарник какой-то. Но это здесь происходит достаточно часто. И поэтому, когда я вижу салон, в котором все чистенько и хорошо, я об этом говорю, потому что у нас есть с чем сравнивать. Вот такая вот история. Говно случается, да?
Был поломан автомобиль, не работал у него двигатель. Двигатель стоит там, пошли покажу. Короче, оборвало поршень и застучал мотор, и случилась беда. Проделали поддон на машине на это. Вот он стоит двигатель. Где-то дырка в поддоне. Мы решили сделать все по-быстрому. Зачем усложнять ситуацию? Мы купили на Копарке такую самую машину, только разбитую. Логически. Машина ехала, попала в аварию, все в порядке должно быть. Двигатель цел, я имею в виду, что все в порядке. Переставили двигатель. Не всегда бывают сюрпризы, но они есть. Завод. Короче, переставили мотор, а он стучит. Короче, беда, гремит мотор, стучит, походу, звук похожий на стук шатуна, на провернутый вкладыш. И сейчас опять будем вытаскивать мотор, разбирать его и делать. Вот так вот приходится делать иногда двойную работу. Ну, сейчас могу сказать, почему вы там не проверили, почему там не завели. Ну, потому что там машина была после аварии, и все было заклинено, и коробка не крутилась, она повреждена. Поэтому мы не имели возможности проверить его заранее. Потому что тут вообще беда. И двигатель с прикрученной этой коробкой даже не проворачивался. Так, к нам приехала Hyundai Sonata в качестве донора. Сейчас посмотрим, что там интересного. Так, и что мы здесь имеем? В принципе, целые двери, целый задний бампер, крышка багажника с царапинами неприятными, но не побитая. Здесь двери целые. Что у нас внутри? Ужас. Американцы, как всегда, в своем стиле. Хотя, может быть, это были и не американцы. Коврики есть, но вот здесь курили. Большой экранчик, руль. Спереди, конечно, не очень. И капот поврежден, к сожалению. Так же, как и крыло. А это крыло, в принципе, возможно, даже и живое. Опа. Что у нас тут? Есть мотор. Это уже хорошо. В принципе, отсюда мы, я думаю, возьмем двигатель, трансмиссию. Оставим на всякий случай себе инвертор. Еще какие-то части и детали. Радиаторы тут вполне могут быть целые. Что у нас здесь? Остатки уманки. И все. И больше ничего. Сейчас попробуем ее завести. Возможно, она передвигается, чтобы как-то проверить двигатель и трансмиссию, пока машина еще в сборе. Сейчас возьмем сканер, почитаем, что с ней. Так, подключили бустер и посмотрим, что у нас машина будет делать. Или что она у нас не будет делать. Какое-то питание я вижу. Ну, сидушка тут зажата. Окей, хорошо. Так, охлаждающая жидкость у нас есть. Масло. Масло у нас тоже есть. Ну, раз у нас есть масло и охлаждающая жидкость, можно пробовать завести. Пробуем старт. Машина написала ready, у нас горит чек, подушки, куча всего и нет бензина. Если мы попробуем ехать, машина не двигается. Батарейка разряжена полностью, тяговая. Сейчас подключу сканер и попробую почитать, что там у нас. Ошибочек у нас тут много уже начитало. Так, что у нас тут за ошибочки остались после удаления? Усилитель тормозов, да, я так понимаю? Ну, это все такое. Но вроде по блоку управления двигателем и про вот Transmission Control модуль нет ошибочек. Окей, попробуем еще разок. Нажми газ сейчас. Надо для начала бензина залить. Она только что пыталась дернуться, да? Но не завелась. Да. Надо залить бенза. Видишь, ready горит. И V-мод горит. Сейчас, кстати, можно после того, как она попробовала завестись, еще раз почитать. Вообще нужно залить бенза сначала. Батарейка разряжена полностью. Надо, кстати, зайти сейчас почитать, что с батарейкой. В общем, что мы начитали? Я потер ошибки еще раз. Ошибка по блоку управления двигателем ушла, по трансмиссии ушла. Машина пытается заводиться, но не заводится. У нее разряжен полностью тяговый аккумулятор и вообще нет бензина. Мы сейчас для начала зальем туда бензин и посмотрим. Возможно, это поможет. Проверим, в каком состоянии здесь тяговая батарейка. У нас бустер чуть подразряженный. Из-за этого, конечно. Окей, battery system. Проверяем, что у нас с батарейкой. Я понял. Посмотрим, что у нас с батарейкой. Read data stream. Вызовем select all и почитаем. Вот наши элементы. 3.4, 36, 3.36. Пока я видел самую низкую ячейку. 3.36, 3.36. А самая высокая у нас 3.42. 3.42 я больше выше не видел. Так, у нас разбег где-то 6 милливольт. Я думаю, для разряженной батарейки это абсолютно хороший разбег. И это она не особо не разбалансирована. Так что с батарейкой все окей. Все, ждем бензин, заряжаем бустер и пробуем стартовать еще раз. Приехали серьезные ребята. Но с батарейкой все окей. Такими цепями, видишь? Да, ты что? Цепи. Наследство с машины. Бриллиант. Этому дам. Я думаю, что сейчас все получится. Бензин, святую воду я залил. И перекрестил. У нас какая-то ошибка. Ready не горит. Но батарейка начинает заряжаться. Это хороший знак. Теперь пробуем завести. Скрипит так что-то.
Двигатель завелся, но по гибридной системе ошибка есть. Моторчик работает. Это хороший знак. В общем, наша основная ошибка, из-за чего автомобиль не едет. Мы сейчас разберемся, что это за релей РО. И после этого, я думаю, она должна поехать. Но нам нужно главное убедиться, что у нас работает коробка и работает двигатель. Потому что эта машина приехала как донор. Нам главное понимать, что тут все окей с агрегатами. Ну ладно, решим, что дальше с этим делать. А то появились мысли уже ее не под донор опускать, а восстановить. Oh, there we go. Yeah, but you can put the brakes and have a key. There is no key. There's no key. Without key we can't switch on the tow mode. Okay. Where is the tow mode? Вверху. It's not letting. Without key disabled. With the brake pedal pressed to enable. Yeah, without key you can't do this. Okay. I don't know what to do. What else we can do? Okay. Just drag it like this, probably. That's only the way. Yeah. What about the tow truck driver? They can come. I guess if you want to pay for a tow truck driver, yeah. What about press the button? You know where? On the right side over there, the glove box. Maybe it's in the glove box. They Oh, I already looked. Looked at everything, man. Which car? You have 9 cars car hauler? 3 car. 3 car? Yeah, 3 car. What about the driver over there? They cannot bring out the car, or you're not gonna winch it? It's unable to winch, right? Yeah, I'd be dragging one of the axles if I winch it. But if your winch gonna drag it, and I'm fine that you're gonna drag it, that's fine. If that's something you just gonna put it on the car, just it's not gonna be too far. You know what I'm saying? How are we gonna get it off the truck? I have the forklift here. Okay. Monday through Friday, it's gonna be 9 till 5. We have the tow truck. Even not 5, maybe 3:30 to be safe. Thank you, Shirley. I'll do my best to get this thing on. Okay, Yeah. thank you so much. Just if anything needed, just let me know. All right, thank you. Okay? I'm gonna try to find the key. Maybe they gonna find something. Talk to you. Okay. If anything needed, just let me know. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Слышь, Коля, что не было ключа? Был, но всплыл. Без ключа Коля не включится. Ага, ты все снимал. Класс. Я тебя снял. Я понял, ты меня все зафиксировал. Ничего не сделать. Что за машина? Вы забираете нашу машину? Нет? Тесла, да? Я не знаю, что купил, я вам не говорил. Ну да, вот такая Тесла. Ладно, давай сейчас перезвоню тебе с машины, потому что Саня там ждет. Хорошо, давай. А я тут. Сегодня мы приехали в Tesla Shop смотреть нам Tesla Cybertruck. Мы уже приехали в Теслу. Здесь появился новый Cybertruck и какой-то робот, который может готовить еду и не только. Пойдем посмотрим. Так как сегодня написано, что там closed, кажется, мы сейчас к Cybertruck'у подойдем. Такой пендель от робота. Подсрачник. Приходите завтра. Завтра приходите. Пойдем поглядим, если нас пустят, конечно. Боже, написано. Close. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Придется приехать в следующий раз. Ох, насмотрелись на Теслу, да? Я уже на одной еду домой. Собирались долго. Коля красился, я тоже немножко. Ну, приедем в следующий раз. А знаете, что нас не забодали? Потому что мы банда! Не пустили нас тут вообще просто. Увидим Cybertruck в следующий раз. Всех приветствую нас на канале. Хочу вам рассказать про вот такой вот Tesla, которую мы не так давно купили. Это Model S 13 год, 85-ка, заднемоторная, перформанс-версия. В хорошем состоянии, без каких-то повреждений. Прям в очень неплохом состоянии. Каких-то повреждений, царапин, ничего здесь всего этого нет. Такой вот у нее салончик, достаточно чистый. В 2 словах расскажу про эту машину. То есть мы купили ее с аукциона за хорошие деньги. Не очень дешево, но хорошо. Она была без ключа, поэтому когда мы ее забирали с тоу-трака, мы отключили паркинг-брейк, подали туда напряжение и разблокировали парковочные тормоза. Поэтому она сейчас стоит не на парковочном тормозе. Машина, естественно, без ключа, никуда не хотела ехать. Я подвязал ключ, запустили мы машину, и я увидел в истории ошибки по контакторам. Я думаю, из-за этого машина не ехала. Я сейчас эти все ошибки потер. Сейчас я обратно поставлю паркинг брейкс, коннекторы обратно на место поставлю, потому что без паркинг брейкс машина не хочет ехать. Она, это, наверное, как система безопасности, чтобы ничего не случилось, машина блокирует. То есть я включаю драйв, и драйв становится обратно в паркинг. Сейчас я поставлю коннекторы обратно на парковочные тормоза и попробую на ней поехать. Ну, еще покажу, какие ошибки сейчас есть на данный момент. Я думаю, если там были ошибки по контакторам и поездить на этой машине, скорее всего, они опять появятся. Поэтому нужно будет снимать батарейку и менять контакторы на контакторы второй генерации, на черные, потому что на белых контакторах в тех годах были проблемы. И из-за этого у машины вот существуют такие поломки. Как я уже рассказывал, у машины был утерян ключ. Мы купили новый ключ, я его подвязал. То есть машина теперь включает райлон. Сейчас я подключу диагностику, посмотрим, какая здесь ситуация. Обожаю Windows, конечно, если честно.
Посмотрим, что тут у нас по данным. Есть у нас такие ошибочки по Electronic Parking Brake. Ну, мы знаем это, потому что мы сами отключили. Так, что у нас по Powertrain? Есть какие-то незначительные ошибки, но ничего серьезного пока здесь нет. По батареечке у нас здесь все ровно, сопротивление изоляции в порядке. По модулям у нас тут тоже все хорошо, разбег небольшой. Вот я вижу максимально 1/100, даже меньше. Когда машина приехала, она была высажена просто в ноль. После того, как я обнулил ошибку, стер ее и контакторы включились и появилась возможность ее заряжать, она, наверное, часов 7-8 висела на 12 амперах, пока я только увидел, что появился 1% заряда. Очень сильно была высажена батарея. И был разбег там где-то около 4 соток. Но когда подзарядилась батарея, уже сейчас 20%, разбег минимальный. Вот мы видим 55, 556, 548 тысячных. То есть разбег очень небольшой, меньше 1 сотки. Поэтому с батарейкой все в порядке. Я сейчас, как я уже говорил, подсоединю парковочный тормоз, и машина должна поехать, я надеюсь. И я его поставлю на более быструю зарядку, чтобы батарейку зарядить. И надо будет на этой машине поездить, посмотреть, какие ошибки будут вылазить и понять, что дальше делать. Но в истории здесь, когда я смотрел, были ошибки по контакторам. Я не знаю, сейчас получится это показать или нет. Present Hours, наверное, они уже где-то глубоко далеко ушли, эти ошибки. Попробую сейчас найти. 17 декабря. Этих ошибок нет старых, они уже ушли в историю, но были ошибки по контакторам. Наверное, с контакторами возникла какая-то проблема, это часто бывает, особенно на перформанс-версиях, они подгорают, и система начинает ограничивать, иногда перестает их включать, появляется ошибка, ограничение, и машина никуда не едет. Поэтому, скорее всего, придется их поменять. Но посмотрим. А в остальном, это вот такой вот автомобиль. Здесь есть проблемка, потек основной экран, такой у них тоже бывает. Маленький экран в порядке, здесь ничего не потекло. И вот мы видим Model S P85, 61 тысяча миль пробег, очень маленький пробег. Стандарт Connectivity Included Package. Но здесь нет ни автопилота, ничего, потому что это 13-й год. На этой машине не было ни автопилота, ничего подобного. Поэтому как есть. Но машина в хорошем состоянии. Вот такой вот салон. Естественно, его еще пока никто не чистил. Но она не замурзанная, не затертая. Машина вообще, в принципе, выглядит очень неплохо. Эта машина у нас не на пневме, она у нас просто на пружинах, поэтому не переживаем, мы просто поднимаем колесо, выдомкрачиваем, чтобы добраться до коннектора парковочного тормоза. Чтобы снять коннектор, нужно снимать колесо, потому что не доберешься. Нужно язычок нажать, фиксатор убрать. А чтобы поставить на место, то в принципе можно просто выдомкратить колесо и добраться туда рукой. Сэкономим таким образом время. Вот так вот ставим коннектор обратно и то же самое делаем с другой стороны. Немножечко отгоним наш бусик, а то совсем нет места, чтобы добраться к колесу. И повторяем ту же самую процедуру. Надеваем коннектор, не снимая колеса. Конечно, ничего не видя, нужно приловчиться, но это не так сложно. Пойдем посмотрим, что у нас получилось. Машина загружается. Сейчас машина загрузится, посмотрим, ошибочка по паркинг-брейку идет или нет. Сейчас загрузится второй монитор. Ошибка у нас почему-то не ушла, но машина поехала. Я отключаю драйв, включаю заднюю и двигаюсь. Так, сейчас я уберу башмак спереди и попробую немного проехаться. У меня есть небольшие подозрения, почему не едет. Потому что мы вручную развели парковочный тормоз, ну, подав туда 12 вольт. И сейчас они, то есть в релиз состоянии, в открытом. А возможно, система запомнила, что не так, и она не может их полностью определить. Я сейчас, пока могу ехать, все-таки загоню машину в шап. Там мне будет более удобнее. Я сниму колеса, подам 12 вольт на паркинг-брейк и сведу их обратно в положение стояночного тормоза. Возможно, это поможет. Ну, либо поколдую с ошибками. Но у нас машина поехала, и это очень хорошо. Парковочный тормоз у нас обучился, то есть машина паркуется, но ошибка почему-то по Gateway еще не ушла. Ну, я думаю, можно будет с диагностикой поколдовать с ней. Но у меня ограничение по усилителю руля. Руль крутится туго, потому что усилитель руля, электроусилитель руля, он не работает. Я думаю, мы с этим разберемся. Ну вот они, первые метры этой машины. У нас погодка такая не очень себе хорошая. Идет дождь, но тепло. Проедусь немного. Интересно проехаться на этой машине. А потом загоню ее в шап и поставлю на зарядку, чтобы батареечку подзарядить. Хотя у нас сейчас уже есть 20%. И будем дальше разбираться с ее проблемками. Поставим машину на зарядочку. Зарядочка пошла. Что у нас здесь говорит? Доступно 40 ампер. Сейчас начнет заряжаться. Есть. Дает все 40 ампер, я думаю. Да, 40 ампер, 8 киловатт в час. Зарядочка у нас пошла. Немножечко уменьшим максимальный заряд до 80%. Нам больше не нужно. И пускай машина подзарядится. Я пока разберусь с парковочными тормозами. Потому что, мне кажется, что-то там не в порядке. Мы имеем такую вот ошибку по усилителю руля, которая звучит таким вот образом. Сейчас я ее здесь нашел. Вот она как звучит. The gateway is enabled to receive
receive controller area network CAN data from the power steering. То есть не может получить данные gateway с power steering. Может быть, снизу зацепили, когда вилами машину ставили. Может быть, где-то что-то с CAN-шиной. В общем, я сейчас, наверное, осмотрю машину снизу. Может, какие-то есть повреждения снизу. Скорее всего, я, наверное, сниму сейчас кавера здесь все. Доберусь до рулевой рейки и посмотрю, что там у нас с CAN-шиной. Позвоню ее, посмотрю, какие напряжения приходят. В общем, буду разбираться с рулевой рейкой. Ребята, а что вы тут делаете? Заряжаем аккумулятор. Тут есть встроенная зарядка для аккумулятора. Это волшебная лампа, я понял. Да не, лампа это уменитель. Уже такие серьезные, видишь, для зарядки аккумулятора. Там же слабый Это ток же для идет. поддержки, типа. Да. А мне кажется, что они масло меняют в фильтре. Вот такую интересную машину ребята купили. Классно, да? Lexus с железной крышей, которая складывается. Прям прикольно. 4.3 мотор. Слушай, ну большой мотор, да, для такой небольшой машины. ZFE. Вообще, этот автомобиль на время его выхода, это было, наверное, Ferrari своего Какой-то рода. год? Это 2007 Но он вышел 2002, 2004, что-то такое. Третьего года какие кузовы пошли? Он вышел во втором году, но сам дизайн был сделан в первом году. Было пару обновлений небольших. Самое большое было в шестом. И вот это уже последняя версия. Обновленный. Короче, это уже самая На самом деле они поменяли только фары и колеса. Сделали чуть-чуть другую трансмиссию. То есть он конкретно спортивный в этой форме. Интересно. Судя по вот этой зарядке, которая в розетке работает, там на ней написано Шумахер. Это что, получается, Шумахер Эдишн? Конечно, Шумахер Эдишн. А у него коды какие-то есть, да, или чего? Нет, я просто хочу прочитать. А, что Я все, его типа- купил по зеленой линии, поэтому хочу удостовериться, что нет Стас лишних. просто хочет узнать, может, она ему письмо какое-то послала. Месседж из прошлого. Шкура настоящая. Да. Понял? Еще это из тех. Сейчас Артем посидит, потом я немножко посижу, покайфую. Да ты можешь садиться. Можно даже без этого в кабриолете прокатиться. Отличная идея прокатиться сейчас без крыши. Слышишь, наверное, сильно в те года этот автомобиль, как сегодня Хаммер был. Я тоже сам. Дороже намного. В те года Он когда 100% вышел, очень крутая была Когда машина. вышел, он стоил, MSRP у него стоило 62 тысячи. В 2002 году за 62 тысячи ты мог купить обалденную трехкомнатную квартиру в Бруклине. Сейчас нормальная двухкомнатная квартира стоит где-то в районе 270 тысяч. А машина стоит всего лишь 7 тысяч долларов. Как время изменилось. Наши реалии, короче, ты как бабка у разбитого корыта, короче. Машина есть, а квартира в Бруклине. Нам бы Я, наверное, квартиру больше как детка, который, ну, блин, ну вот и снова тебя не пошло. А вообще я хочу сказать, Отнеси на анализы, что там мутное. Это ж в машине. нет. Стас, это ж в машине было. Это ж Да, да, тосол. скажи это кому-то другому. Это ж тосол для машины. вообще хочу сказать, эту машину покупают люди пенсионного возраста. Те, которые раньше мечтали, но не могли себе позволить. А теперь могут позволить, но она уже никому не нужна. На день рождения, да, все сегодня приурочено к дню рождения. Ну а что, раз отпраздновали, значит надо и дальше продолжать. У нас багажники. Слушай, такая вот крышка здоровая у него, да? Но если этого нету, да, то получается тут большой или не очень. А давайте ее сложим, или это сложно? Так, процесс слаживания крыши. Представляете, да, в 2003 году или каком там вот такое все происходило. Это просто космос. А там место чисто под крышу, да, там хранение. Ну, если ты не будешь складывать в этот момент. А здесь кнопочка есть. А, оно складывается. Слушай, ну, не то чтобы он большой, но, в принципе, по площади там есть какое-то подполье. Да. А вот Что-то тут есть. А что это полукруглое? Полколеса можно положить. Полуколес. Полколеса можно сюда положить, а полколеса еще куда-нибудь. Зато два крюка. Видишь, а она на крышке лифта нету. Ну, прикольно было, если нормально. Не, ну все равно, блин, прикинь, крыша такая, да, в 2003 году поднимается. Она все равно, она интересна даже сейчас. Ну, именно интересно. Не то, что там бы как-то еще я мог назвать, но интересно. Деревянный руль какой. Видишь? Да, деревянный руль. Natural. Ну, конечно, сесть тут, наверное, не сильно получится. Ну, только сзади Саши можно только. Образно может сзади сесть, но нога будет опять же. Да, я попробую. Артем уже сегодня в Хаммере в багажнике сидел в переднем. Он, в принципе, ну, В принципе, ну, туда обычно девочек сажают. у нас, как, к сожалению, с собой Ну, нет. я понял. Ну, выбор не- Ну, смотри, на ноги. Не получается. Вот так. Ай, блядь. Хорошо, а дверь закроется? Ну, дверь закроется, а что не закроется? Ну, в принципе, даже так можно спать. Все. Слышишь, а если мы если закроем, ты сможешь выбраться оттуда? Навряд ли. Подожди, нога. Сначала нога. А потом Артем, тело. скажи, где комфортнее было? В Лексусе сзади или в Хаммере в багажнике? В Лексусе мягче. В Хаммере там твердое покрытие, и там было больно костяшкам лежать и
и ну как бы... Видишь, Lexus есть Lexus, неважно от года выпуска. Хотя место плюс-минус одинаково. В камере, В под багажнике, капотом, да? Что на заднем ряду в этом Lexus. Примерно место одинаково. Значит, снял я кавера. Вот наш электроусилитель руля. Здесь же его блок управления. Вот у нас приходит питание основное. С 80-го фьюза я по схеме посмотрел. Смотрим, что у нас по питанию. То есть 12 вольт. Ну, то есть почти 14. Сюда у нас приходит. И земля у нас тоже есть. Я землю здесь воткну. У нас еще остается здесь два проводка коншины, и от зажигания один идет. Сейчас проверю, что у нас здесь по коншине, и есть ли напряжение вот здесь на управляющем сигнале. Сопротивление у нас на коншине между коннекторами, между пинами на коншине в пределах 60 Ом. Что говорит нам о том, что цепь по коншине есть. Сейчас я еще подключу к машине и с включенным зажиганием посмотрю, какие параметры по напряжениям. Но, скорее всего, приходит туда и коншина, и еще нужно проверить управляющий провод. Сейчас я это все проверю и посмотрим, какие у нас будут результаты. Значит, на одном пине коншины у меня 2,22, а на втором пине коншины у меня 2,06. То есть питанием и по сопротивлению к коншине вопросов никаких нет. Ищем дальше. Я подключил щуп на управляющее питание. И сейчас включу зажигание и посмотрю, появится ли питание на этом пине. Ну что ж, питание на этом пине есть, то есть управляющее питание на блок управления усилителя руля приходит. Что мы имеем? Силовые провода 12-вольтные. Здесь есть и земля, и 12 вольт, и плюс есть. По коншине тоже мы видим правильное сопротивление между ними и правильное напряжение между высокой и низкой, между плюсом и минусом кана. И управляющий провод сюда же приходит 12 вольт управляющее питание. Единственный вывод, который я могу сделать, это то, что что-то не в порядке с самим блоком управления усилителя руля. То есть с самой рулевой рейкой какая-то проблема, и основной компьютер Gateway через Gateway не видит рулевую рейку и говорит, что я не получаю никаких данных оттуда. То есть, наверное, мы будем пробовать заменить, подкинуть другую рейку сюда, и это, наверное, должно исправить ситуацию. Потому что все остальное, я никаких проблем здесь не вижу. Ну, посмотрим, как мы будем дальше исправлять эту проблему. А куда мы приехали? А мы приехали в Теслу. Мы приехали в Теслу, и, надеюсь, со второй попытки мы попадем и посмотрим на Кибертрак, потому что в прошлый раз мы приехали в воскресенье, а они были закрыты. Выглядит очень прикольно. Космос, конечно, какой-то. Я себе, кстати, друга нашел. Спокойный, молчаливый, как я. Tesla робот тоже здесь. Очень необычный дизайн на самом деле. На видео, на фото это одно, а вживую, конечно, смотреть на это совсем другие ощущения. Но это очень-очень интересно. Дизайн необычный. Все эти прямые линии, все эти металлические некрашенные панели стальные. Очень интересно. Он длинный, широкий, но не высокий. То есть он вроде большой, но не массивным, прям сильно массивным не кажется. Прикольно. На самом деле было очень интересно посмотреть на Кибертрак вживую, потому что на видео это все-таки, наверное, не то. Я порасспрашивал менеджера немного там о технических всяких моментах. И как бы кто ни говорил, что про дизайн Сайбертрака, кому-то он нравится, кому-то не нравится, неважно. Но в этой машине сочетаются очень многие технологии, которые раньше не использовались вообще в обычных машинах. Например, такая, что у Сайбертрака нет прямой физической связи между рулем и колесами, только электронная связь через электрический усилитель руля. Поэтому это очень интересно. В самолетах, допустим, я знаю, что эта технология используется уже давно.
давно, а в машинах эта технология используется впервые, поэтому это очень интересно. Плюс еще Tesla Cybertruck имеет 48-вольтовую систему, которая поддерживает бортовую сеть именно для всяких устройств, компьютеров и так далее. До этого все машины обычно использовали 12-вольтовую, а позже Tesla использовала 16-вольтовую систему. В Cybertruck это 48 вольт, что, насколько я знаю, позволяет уменьшить сечение проводов и там какие-то еще преимущества получить, но опять же это впервые. Плюс в Cybertruck, насколько я знаю, несущую конструкцию несут именно кузовные панели, которые здесь цельные и стальные. Они имеют только прямые линии, потому что они не гнутся под прессом, а они гнутся только под прямыми линиями. Они сделаны из стали, насколько я знаю, тоже, которая именно Tesla сделала специально для Cybertruck. То есть тут много разных новых технологий сочетается в этой машине. И несмотря на вот этот весь специфический дизайн, который вызывает разные комментарии и эмоции у разных людей, я считаю, что это очень интересная машина, которая достойна внимания. И выглядит она привлекающей внимание, это 100%. Мы заказали пару ключей для наших будущих машин. Еще купим Mobile Connector для зарядки автомобиля. И будем возвращаться в шап, продолжать работать. Я снял привод электроусилителя руля. Сейчас проверю порт-номер, попробую подкинуть другой. Если, конечно, у меня точно такой же найдется. Но я надеюсь, что они будут одинаковые. Вот я снял с донора сам привод электроусилителя руля вместе с блоком управления внутри. А вот тут что стоял. Видно здесь, что чуть-чуть ржавая шестерня, которая ремень крутит. Не знаю, из-за чего это. Ну, в общем, буду пробовать подкинуть этот. Надеюсь, прошивочка здесь будет либо такая же, либо мне придется редеплой сделать. Самое главное, чтобы система увидела вот новый блок управления, другой, который я подкину. Тогда я пойму, в чем проблема. Если не увидит, тогда надо будет что-то думать. Я прикрутил буквально на один болт, на парочку, чтобы просто понять, как отреагирует система на все это. Сейчас попробуем. Так, интересное наблюдение. У меня пропала ошибка по потере связи с электронным усилителем руля. И руль как бы крутится, но издает какие-то страшные звуки. Я вроде бы уже натянул ремень, и вроде визуально все выглядит хорошо, но вот какие-то вот страшные звуки издает. Буду разбираться, что-то не в порядке. Но по электронной части я уже понял, что все-таки проблема была именно в предыдущем приводе электроусилителя руля, потому что сейчас все ошибочки полностью ушли. Немного поигрался с натяжением ремня, скорее с положением ремня. Там есть несколько вариаций отверстий, как затягивать сам привод электроусилителя руля. И теперь звуки мои страшные пропали. Я кручу руль, и все в порядке. И ошибок по потере связи с блоком управления электроусилителя руля тоже нет. Тут остались ошибки такие классические, которые обычно всегда висят. Но в Total Alerts здесь у нас ничего нет. Так что можно сказать, починено. Сейчас немножко подсоберу и поеду, сделаю еще один пробный выезд. Уже с электроусилителем руля. У нас на улице уже немного стемнело, но я все-таки выйду проехаться чуть-чуть. На улице стемнело и идет дождь. Погодка, конечно, не самая приятная. Но электроусилитель руля работает. Все клево. Никаких звуков не издает. Руль крутится легко. Я доволен. Теперь все это дело я подсоберу, потому что здесь уже ничего, надеюсь, происходить плохого не будет. Выйдем на небольшой тест-драйв. Электроусилитель у нас уже работает хорошо, никаких звуков не издает. Ошибочек на машине никаких нету. И вообще достаточно неплохая машина. 61 тысяча миль пробег, очень небольшой. Все сбитенькое, ничего не гремит, не стучит. Машина едет плавненько, хорошо. Мы немного на ней покатаемся и поэкспериментируем по поводу ошибки по контакторам, которая была до этого. Наверное, на ней кто-то наваливал жестко и могло такое произойти. Но если ошибка вылезет и будут какие-то проблемы, мы снимем батарею и просто заменим контакторы. Для этого даже не обязательно полностью всю батарею открывать, можно только заднюю часть немножко приоткрыть, там где БМС, и заменить контакторы. Они недорого стоят, то есть это небольшая проблема. А в общем, очень неплохая машина. Такой вот у нее черненький салон, панорама. Все как мы любим. Думаю, эту панель можно поставить на место. Берем коннектор, чтобы он нам не мешал здесь.
Все, панель на месте. И теперь машина отправится на детейлинг. И будем ее эксплуатировать, тестировать. Ну, я думаю, все будет в порядке. А еще вчера мы заехали на этой машине на суперчарджер. Ночью нам было очень интересно попробовать, как же она все-таки работает. Она заряжается на суперчарджере. Я не знаю, то ли кто-то не отвязал ее от своего аккаунта, то ли, может, суперчарджер остался фри. Но она заряжается, и мы за это ничего не заплатили. Это тоже очень классный бонус. Вот такая вот была история. Если что-то будет новое по этой машине, я обязательно подсниму. Нам стало очень интересно, что же все-таки произошло с этим приводом электроусилителя руля. Мы его разобрали и увидели вот такую вот картину. Сюда попала водичка, на плату, все окислилось. И, соответственно, перестало работать, и блок управления перестал выходить на связь. Вот такие вот проблемы имеют эти устройства.